Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Наших видео есть много и интересного, и полезного. Тема сегодняшнего видео – почему мы выбираем тех, кто вас не любит. И этот вопрос мы раскроем сквозь две сферы, которые находятся рядом друг с другом. Первая сфера называется «семья и отношения», и вторая сфера называется «друзья и окружение». Сразу отвечаю на вопрос, почему мы попадаем в такое состояние, когда выбираем тех, кто нас не любит. И мы сейчас рассмотрим первую сферу. Сфера называется «друзья и окружение». Когда мы стремимся к своим целям, мы выбираем тех, кто разделяет наши взгляды, но им не нравятся наши идеи, к которым мы стремимся. И это состояние, когда вас не любят, мы рассмотрим сквозь призму состояний. Состояние у нас 3. Первое состояние 0,4, оно не очень стабильное. Состояние 8-10 очень стабильное, является противоположным состоянию 0,4. И промежуточное состояние, в котором большинство из нас находится, когда выполняют какие-то действия, оно называется 4-8. Итак, в состоянии 0,4 у вас очень мало выбора. Вы очень мало времени на этапе планирования уделили тому, что вы, оказывается, можете выбирать тот ресурс, который разделяет с вами взгляды, у которых у вас взгляд в общем направлении, и вы вынуждены пользоваться тем ресурсом человеческим, скажем так, это подрядчики, коллеги, которые готовы делать это за определенное вознаграждение, но не испытывают глубокой симпатии к тому, что вы делаете. Здесь у нас симбиоза энергии не происходит, идет такое вот коммерческое взаимодействие, и в целом, если вы очень долго с ними взаимодействуете, вдохновения или прочего момента здесь не следует ожидать. Другое дело состояние 4-8. Люди находятся в том же самом энтузиазме, что и вы. Вы чувствуете, что у вас взаимопонимание больше, потому что люди понимают вас с полуслова, и здесь у вас и возникает большее желание с такими людьми взаимодействовать, отдавать им приоритет при равных условиях, так называемый хороший выбор, рациональный и эмоциональный. И в состоянии 8-10, если вы находитесь, я вас поздравляю, это огромная удача, огромное счастье. Вы в ресурсном состоянии, вас все любят, и те, кто находится в малом энергетическом состоянии, с вас берут пример. Люди в состоянии 4-8 в вашем присутствии творят просто чудеса. Вот это вот энергетика состояния 8-10. Итак, еще раз возвращаясь к теме сегодняшнего видео, почему вы выбираете тех, кто вас не любит, вы выбираете, исходя из своего состояния. Если вы подниметесь по своему состоянию, если вы будете практиковать осознанный выбор цели и стремление к тем целям, которые вам лично нужны, тогда у вас есть большая вероятность, что вы будете находиться в состоянии 4-8, и у вас будет ограниченный, но все-таки выбор тех людей, которые помогают вам достигать цели. Давайте еще раз рассмотрим сферу отношения и семья. То есть, когда вы находитесь в отношениях, но выбрали партнера, и у вас сложилось впечатление или сложилась такая ситуация, когда вы выбираете тех, кто вас не любит. Первый признак того, что у вас нет выбора, это состояние 0,4. Вы общаетесь с тем человеком, который при глубоком взаимодействии с вами показывает разные взгляды. Это может быть и временное явление, но чаще всего, если звенят такие тревожные колокольчики, что вы чувствуете, что вам приходится выбирать того человека, кого вы никак не можете привести к тому, чтобы он вас любил. Это первый признак состояния 0,4. Это вопрос не в этом человеке, это больше вопрос к вам. Почему вы находитесь в таком состоянии? Почему вы продолжительное время задержаетесь в этом состоянии? Вам нужно поработать своими целями, с пониманием того, что в состоянии 4-8 у вас будет свой выбор, и в этом выборе вы можете не спеша, в том темпе, как вам удобно, выбрать того человека, с кем вы готовы связать свою долгую жизнь. Если вы находитесь в состоянии 8-10, я вас поздравляю. Вы встретили того человека, который готов ради вас меняться. И здесь важно понимать, что если вы находитесь в состоянии 8-10, вам придется очень долгое время находиться в состоянии 8-10, и человека, который готов ради вас меняться, вдохновить на долгую и продолжительную жизнь.
Если мы глубже будем разбираться в этом вопросе, то вы поймете два основных момента. Мы выбираем тех, кто нас не любит, когда у нас ограничения в тех ресурсах, которые есть у нас в нашем распоряжении. Первое – это время и цели, которые мы выбираем. Если мы движемся не в том темпе, в котором нам удобно всегда двигаться, то есть нас торопят, нас вынуждают обстоятельства, у нас есть какие-то жесткие сроки, естественно, нам приходится делать выбор, потому что мы находимся в состоянии 0,4 и выбираем тех людей, с кем приходится уживаться. Такое тоже бывает в нашей жизни. Но если у вас есть возможность с этой периодом жизни покончить, ваша задача проработать свое колесо жизненного баланса и принять решение, готовы ли вы с этим человеком идти дальше, понимая то, что тот выбор был сделан под воздействием внешних обстоятельств, и вам очень важно сейчас эту ситуацию прояснить. Итак, что же делать, когда вы выбрали тех, кто вас не любит, как из этой ситуации избавиться? Первый вариант, он самый простой. Смотрите наше видео в плейлисте «Колесо жизненного баланса для любимого человека». Там вы найдете очень многие ответы, инсайты. Цель нашего видео, чтобы вы при просмотре видео увидели инсайты, то есть некоторые озарения, которые предполагают какие-то действия. Вы поняли, что это можно ситуацию исправить таким-то образом, поработали над этой ситуацией и пришли к своей цели, которые поставили на этот год. Второй вариант. Вы смотрите наше видео, ставите цели, цели достигаете, цель вас не радует, тот результат, но вы понимаете, что вы таким образом уходите от своего состояния 0,4. Когда в состоянии 0,4 вы находитесь в состоянии спокойствия, не предпринимаете никаких активных действий, и поэтому вот это вот состояние движения к своим целям, пускай даже с нелюбимым человеком, означает то, что вы, пускай даже таким неэкологичным способом, выходите из состояния 0,4. Чем опасно состояние 0,4? Состояние 0,4 опасно тем, что в сфере друзья и окружения возникают те люди, которые ваши знакомые, коллеги или близкие, которые начинают пользоваться вашим состоянием 0,4, они навязывают вам свои цели, свои идеи, вовлекают вас в решение своих задач. Это энергетически очень трудная задача. Почему? Потому что отказать вы не можете. Это все-таки какой-то статус у тех людей, которые попросил. Это коллега, это какая-то производственная необходимость, это ваши знакомые родственники. Безусловно, вы им не можете отказать, но это у вас съедает определенный ресурс, поэтому сначала поставьте свои цели, хотя бы половину из них сделайте на тот период времени, который вы поставили, и потом уже можете помогать. Если кто-то спросит, как можно помогать и какие-то цифры привести, всегда помогать лучше во втором полугодии, потому что в первом полугодии, хотим мы этого, не хотим, мы достигаем половину своих намеченных целей, это при идеальном условии, кому-то достаточно и 1/3 цели, и во второй половине года у нас собрался уже какой-то определенный жизненный опыт, и мы этот жизненный опыт можем гораздо эффективнее использовать для помощи другим. Поэтому идеальное время для помощи другим, вашим друзьям и коллегам, это 4-й квартал нашего полугодия. Это получается октябрь, ноябрь, декабрь месяц. Пожалуйста, в этот месяц планируйте помощь своим друзьям, родственникам и всем, кто попросил о вас помощи. В данном случае есть гармоничное сочетание ваших выполненных целей и ваших возможностей, когда вы понимаете, что у вас ресурсов достаточно для того, чтобы помочь этим людям. Подводим итоги сегодняшнего видео. Почему вы выбрали тех, кто вас не любит? Первый, самый главный момент, на котором я заостряю внимание и повторюсь, это видео лучше посмотреть несколько раз, потому что при просмотре этого видео несколько раз вы начинаете понимать, что вы начинаете разбираться в тонкостях, почему состояния очень важны для того, чтобы двигаться к своим целям. Если вы находитесь в состоянии 0,4, у вас, как правило, мало выбора, выбор невелик, но выбор нужно делать. В состоянии 4,8 вы работаете среди подвижников, то есть вы выбираете тех
кто не любит. И следующий момент, когда вы находитесь в состоянии 8-10, вокруг вас собираются люди, которые, может быть, вас не любят, но ваша харизма, ваше вдохновение дарит им надежду на то, что в их жизни начинаются изменения. Это мы сейчас рассматриваем сферу друзья и окружение. Если мы рассматриваем сферу отношения и семья, состояние 0,4 означает, что вы со своим любимым человеком, партнером, любимым мужчиной, любимой женщиной находитесь в состоянии эмоциональных качелей. Вы высказываете, что вас не устраивает, но не делаете то, что вас устраивает, те шаги, которые вы хотели бы сделать в направлении цели. В состоянии 4-8 эмоциональности нету, вы переходите в разумную рутину. Это лучший способ сохранить семейные отношения, но вам периодически туда нужно добавлять драйва. Драйв заключается в более амбициозных целях, возвращению к вашим мечтам, вашим намерениям. И это обязательно вам нужно один раз в месяц на 2-3 дня находиться в одинаковой сфере яркости жизни, совместно отдыхать, находить повод друг друга порадовать своими искренними эмоциями, и таким образом рождается гармония. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Надеюсь, это видео было полезным для вашей повседневной жизни. Пишите в комментариях, что вам понравилось в этом видео, какую историю успеха вы хотели бы рассказать. Обязательно пересылайте это видео своим друзьям и знакомым, ставьте лайки, нажимайте кнопочку «Поделиться». У вас все получится. Я в вас верю.